Американские снайперские винтовки в российской армии. Взломан белорусский гаюн. Выставка «Нет войне». Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 8 февраля, 14:30. 3 февраля издание The Insider опубликовало серийные номера 134 американских снайперских винтовок Desert Tech, оформленных в РФ с начала полномасштабной войны России в Украине. Несмотря на введенные запреты на поставки стрелкового оружия из ЕС и США, импорт в Россию продолжается. Desert Tech поражают цели на расстоянии до 3 километров, а российские аналоги до 1 километра. 6 февраля издание «Новая газета Европа» рассказало, что по путинской программе «Время героев» из участников войны в Украине был создан представитель новой элиты. Нурсултан Мусагалеев был назначен исполняющим обязанности заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области. В СБУ заявляют, что во время одной из зачисток в Бучанском районе Мусагалеев приказал похитить, пытать и расстрелять мирного жителя из-за фотографий стройматериалов в его телефоне. 7 февраля независимый мониторинговый проект «Белорусский гаюн», отслеживающий перемещение войск в Беларуси, объявил о прекращении работы. Ранее создатель проекта Антон Матолько сообщил, что был взломан чат-бот проекта. Байсол запустил горячую линию, где консультирует по эвакуации людей, оказавшихся под угрозой задержания из-за пересылки информации гаюну. В тот же день 6 человек, преследуемых из-за народного схода в Баймаке, приговорили к срокам до 5 лет. В середине января 2024 года к 4 годам колонии приговорили одного из защитников Шихана Куштау, башкирского активиста Фаиля Алсынова. Это вызвало возмущение у жителей республики, съехавшихся в Баймак. Через несколько дней участников начали арестовывать за якобы массовые беспорядки. ОВД-инфо защищают 15 фигурантов баймакского дела. Сейчас они собирают средства на адвокатов и транспортные расходы. 6 февраля сетевое издание «Фонтанка.ру» сообщило о смерти уральского барда Вадима Стройкина, произошедшей во время обыска в его квартире по делу о финансировании ВСУ. Вадим отпросился на кухню выпить воды. Позже его тело нашли на улице. 5 февраля радио «Свобода» рассказало, что суд в Самаре приговорил к 6 годам колонии музыканта Андрея Шабанова за то, что он осуждал военное вторжение России в Украину и, по версии следствия, призывал поддерживать ВСУ. 24 февраля в 17 часов в Подарии Дупову мы проводим коллективную выставку искусств под названием «Нет войне». Около 15 художников, фотографов и скульпторов уже готовы принять в ней участие. Мы приглашаем людей искусства и меценатов внести свой вклад в дело мира. Мы не зарабатываем на этом, как и на всех других наших мероприятиях. Пожертвования будут переданы на благотворительный сбор Energy for Life, который закупает портативные электростанции, запрошенные больницами и школами в Украине. А еще у нас уже больше 5000 подписчиков в 12 наших социальных сетях. Присоединяйтесь. Пруфы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.